Выйдя на площадь, танки занимают свои места согласно плану, разработанному для экипажей. Пятый танк остается прикрывать подход к площади у мола, чтобы не дать боевикам свободно перемещаться внутри строения бизнес-центра, пока остальные танки бьют врага с площади. Первый танк движется вперед. Задача этого экипажа – прикрывать остальные танки от атаки из глубины Джобара. В интернете есть видео, где боевики ведут огонь из этих бизнес-центров летом 2013 года. На тех кадрах видно, что магазины вскрыты, собственников нет. Неся потери, боевики, пользуясь внезапностью и численным преимуществом, закрепились здесь и разграбили торговые площади. Сейчас эти центры деловой активности – это ключ к взятию промышленной зоны Джобара. Движение танков по площади под пулеметным огнем танкистов и пехоты. Простреливается все, где могут засесть гранатометчики. Третий танк движется на правую сторону площади. Удар, и дальше должен подойти следующий танк. Камера на четвертом танке засняла, как боевики стреляют в корму впереди идущему танку из крупнокалиберного пулемета. Скорее всего, их цель была моторное отделение, но попадание произошло в трак и бронелист, не причинив боевой машине повреждений. Третий танк занимает место слева, вслед за первым экипажем и работает по позициям в торговом центре. Четвертый танк под прикрытием второго занимает позицию справа и отрабатывает по зданиям бизнес-центра. Первый залп по проходу между двумя строениями. Огонь, бей их! Огонь! Огонь, бей их! Огонь! Экипаж первого танка заметил на высотке в глубине Джобара передвижение боевиков и нанес удар по ним. Обеспечив прикрытие остальным экипажам. Третий танк под прикрытием первого из пулемета расстреливает бизнес-центр и из основного орудия открывает огонь по укреплениям боевиков внутри. Второй танк бьет в здание справа. За этими жалюзи есть укрепления, и боевики открывают огонь сквозь них при приближении пехоты.
Пятый экипаж прикрывает тыл танков на площади. Танкисты разбивают позиции в глубине здания. Его, в свою очередь, прикрывают пехотинцы, расстреливая здание внутри и не давая высунуться гранатометчикам. Пехотинцы держат каждый свой участок фронта на прицеле и прикрывают танкистов от попыток гранатометчиков выстрелить по танку. В здание бизнес-центра уже начала входить пехота, и сейчас важна слаженность работы подразделений армии. Огонь танков начинают корректировать штурмовые группы. Площадь, занимаемая каждым этим бизнес-центром, не менее 1600 квадратных метров. Внутри много помещений и оборудованы многочисленные позиции боевиков. Ширина этой площади 50 метров. 4 танка моментально вошли на площадь, рассредоточились и отработали по целям. Боевики были не готовы к такому развитию событий и не смогли дать достойный отпор. Пятый танк начинает движение в сторону школы, так как оттуда заработал пулемет террористов. Танки начинают организованный отход с площади, выполнив свое боевое задание. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Марат Мусин, Анна Ньюс, Дамаск.